В начале зимы 1905-1909 года группа опытных туристов отправилась в поход по Уралу, нацелившись на вершину горы Отортен. В составе команды было 9 человек. Студенты и выпускники Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Это была не первая их экспедиция, и все они были уверены в своих силах. Однако та зима была необычайно суровой, и их приключение обернется трагедией. Покинув город Свердловск, они направились в сторону гор, где обещали множество опасных и живописных маршрутов. В свою очередь, связь с командой была ограничена, и лишь в конце января 1950 года тревога о пропаже туристов достигла властей. Не получив от них вестей, родственники и друзья начали бить тревогу. Первые поисковые группы были сформированы, но снег и холод усложняли задачу. Наконец, спустя несколько недель, в начале февраля, поисковые работы приближались к завершению. Одна из групп, состоящая из поисковиков и местных жителей, обнаружила лагерь группы Дятлова. Но то, что они нашли, вызывало шок. Палатка оказалась разорванной, а вещи туристов были разбросаны по округе. Более того, следы в снегу указывали на то, что все 9 человек покинули лагерь в спешке, не дождавшись рассвета. Это вызывало растерянность и множество вопросов. Почему команда оставила свои вещи в палатке и выбежала в ночь, не подготовившись к холодной зиме? Скоро поисковики наткнулись на первые тела, и это стало началом раскрытия ужасающих обстоятельств. Люди не только замерзли, но и имели странные травмы. Некоторые из них были найдены слишком далеко от лагеря, что ставило под сомнение версию о том, что они пытались добраться до спасения. С каждым открытием становилось все более очевидным, что та история будет окутана тайной и недоумением. Как только тела были извлечены из снежного покрова, следователи начали исследовать обстоятельства их смерти. Среди диковинных находок были обнаружены странные следы на снегу и повреждения на телах, которые не поддавались объяснению. Местные жители начали рассказывать о своих впечатлениях и о том, что происходило в тех местах. Кому-то даже казалось, что в том краю происходят необъяснимые явления, и это подстегивало мистические домыслы. Исчезновение группы Дятлова стало не просто трагедией, но и исторической загадкой, которая до сих пор будоражит умы исследователей и любителей тайн. Что же на самом деле произошло на перевале Дятлова? Это событие лишь открывает дверь к новым, еще более загадочным обстоятельствам, которые ждут своего раскрытия. С момента обнаружения лагеря группы Дятлова стало очевидно, что загадочные обстоятельства окружают это происшествие. Палатка, в которой они ночевали, была разорвана изнутри, что наводило на мысль о панике. Все вещи, включая обувь, остались в ней. Как так получилось, что опытные туристы, которые были готовы к холодной зиме, покинули лагерь в такой спешке? Следы в снегу указывали на то, что они бежали в разные стороны, словно что-то ужасное заставило их покинуть свое укрытие. Первая находка шокировала поисковиков. Один из членов группы, Григорий, лежал в снегу с открытыми глазами, как будто замер в момент тревоги. Он был найден всего в нескольких десятках метров от лагеря. Другие тела были также найдены на значительном расстоянии, что ставило под сомнение версию о том, что они пытались спастись от чего-то. В то время как одни были найдены с признаками обморожения, другие имели странные травмы, как, например, поврежденные черепа и грудные клетки, что вызывало смятение среди экспертов. Некоторые исследователи заметили, что у одного из туристов была отколота часть языка, что добавляло еще больше вопросов к данному делу. Среди находок были и личные вещи, дневники, которые могли рассказать о последних днях жизни группы. Но даже их содержание не проясняло ситуацию. Записи были краткими и неполными, что указывало на то, что события развивались слишком быстро, и туристы не успели зафиксировать свои переживания. В этих записях звучала тревога, но точных указаний на то, что именно заставило их в таком состоянии покинуть палаточный лагерь, не было. Локальные жители, узнав о событиях на перевале, начали делиться своими историями о странных явлениях в этом регионе. Некоторые утверждали, что в тех местах происходят необъяснимые явления, звуки, которые не поддаются описанию, или тени, видимые среди деревьев. Эти рассказы только подогревали интерес к происшествию и создавали ауру мистики вокруг группы Дятлова. Также в ходе расследования было обращено внимание на странные следы, найденные неподалеку от палатки. Они не походили на следы людей или животных, что еще больше запутывало дело. Форма и направление этих следов оставляли множество вопросов, и никто не знал, как их интерпретировать. Они велись к лесу, который окружал лагерь, и исчезали в его темноте. Таким образом, с каждым новым открытием загадка перевала Дятлова становилась все более комплексной. Необычные обстоятельства, связанные с исчезновением группы, поднимали вопросы, на которые не было однозначных ответов. Безопасный поход превратился в кошмар, и это лишь начало приключений, которые ждали впереди, когда внимание исследователей вновь обратится к загадочным природным явлениям, связанным с этой трагедией. Личные вещи членов группы Дятлова, найденные в лагере, содержали много важной информации. Дневники, которые удалось обнаружить, стали ключевыми документами, объясняющими последние дни их жизни.
В этих записях путешественников отражались их мысли и наблюдения, однако они были краткими и неполными, что создавало больше вопросов, чем давало ответов. Один из дневников, в частности, заканчивается на резкой ноте тревоги, словно автор понял, что что-то ужасное надвигается. Эти записи подчеркивали атмосферу мрачной неопределенности, царившей среди группы. Обсуждая свои планы, туристы упоминали о предстоящих трудностях, о сложных маршрутах и переменчивой погоде. Однако по мере чтения становилось ясно, что их настроение менялось и нарастала тревога. В один из дней запись заканчивалась фразой о странных звуках, которые слышали в лесу. Это было единственное упоминание о чем-то, что могло указывать на возможную угрозу, но не было объяснено, что именно они слышали. Это подчеркивало, насколько быстро развивались события и как сложно им было справляться с происходящим. Исследователи, изучившие дневники, отметили, что записи были сделаны в спешке, и многие страницы были оборваны или повреждены. Это вызывало предположение, что что-то произошло, что заставило туристов оставить свои записи незавершенными. Словно они находились под давлением, и времени на то, чтобы зафиксировать свои мысли, у них не было. Местные жители, узнав о трагедии, начали делиться своими воспоминаниями о том, что происходило в тех местах. Среди них были легенды о странных существах и необъяснимых явлениях, которые, по их словам, происходили в этом районе. Некоторые утверждали, что в период, когда туристы находились на перевале, они слышали необычные звуки, которые порой могли напоминать крики. Эти рассказы усиливали атмосферу мистики вокруг происшествия, заставляя думать, что группа могла столкнуться с чем-то, что выходит за рамки человеческого понимания. Некоторые из исследователей начали рассматривать эти местные легенды как возможные подсказки к разгадке. В ходе расследования они обратили внимание на странные следы, найденные в снегу. Эти следы были необычной формы и не походили на следы ни людей, ни животных. Их направленность и форма оставляли много вопросов, и каждый новый факт только запутывал дело. Следы вели к лесу, окружавшему лагерь, но исчезали без следа. Это только добавляло тревоги к общей картине событий. Таким образом, со временем стало очевидно, что загадка исчезновения группы Дятлова заключалась не только в их последних записях, но и в странных обстоятельствах, о которых говорили местные жители. Каждый новый свидетель мог добавить кусочек в мозаичный портрет этой трагедии. Тревожные записи, слухи о странных звуках и неразгаданные следы лишь укрепляли версию о том, что в этом регионе происходят необычные вещи. Это было начало более глубокого исследования, которое, возможно, сможет раскрыть тайну, хранящуюся на перевале Дятлова. Впереди открывались новые горизонты, полные загадок и неразгаданных тайн, ожидающих своих исследователей. Местные жители, узнав о трагедии на перевале Дятлова, начали активно делиться своими воспоминаниями и впечатлениями о том, что происходило в тех местах. Многие из них говорили о странных и необъяснимых явлениях, которые регулярно наблюдали в этом суровом краю. Слухи о призраках, таинственных существах и необычных звуках заполнили местные деревни. Некоторые старики утверждали, что в те дни, когда группа туристов исчезла, в окрестных лесах раздавались жуткие крики, напоминающие человеческие, но с искаженным оттенком. Некоторые местные жители вспомнили о так называемом «медвежьем крике», который якобы слышали в тех местах. Этот звук, по их словам, мог вызывать у людей неописуемый страх. Они уверяли, что, услышав его, становились жертвами безумия или теряли всякую надежду на спасение. Интересно, что именно этот звук, по их мнению, мог быть причиной паники группы Дятлова, заставив их покинуть лагерь в спешке, оставив все свои вещи. В то время как поисковые группы продолжали работу, местные жители начали рассказывать истории о странных существах, которые, по их убеждению, обитали в этих горах. Говорили, что это были духи предков, которые не оставляли в покое заблудившихся путников. Некоторые утверждали, что эти существа могли принимать облик животных, чтобы запутать людей и отвлечь их. Другие же, наоборот, считали, что это были настоящие монстры, созданные из самой природы для защиты своих владений. Некоторые жители, которых опросили следователи, начали вспоминать о том, что накануне пропажи группы они видели таинственные огни в небе над перевалом. Эти огни описывались как яркие и мигающие, но их происхождение оставалось неясным. Говорили, что такие явления нередко предшествуют бедствиям, и это придавало событиям вокруг перевала Дятлова еще больший налет мистики. Вскоре местные жители начали связывать свои рассказы с находками, сделанными поисковиками. Странные следы, оставленные в снегу, действительно казались необычными, и их формы вызывали множество вопросов. Некоторые из них не походили ни на человеческие, ни на животные, что только добавляло интриги к общей картине. Следы вели к лесу, окутанному тенью, и исчезали, словно проглатывались самим лесом. Все эти истории, несмотря на их субъективность, привели к тому, что дело о группе Дятлова стало не только трагедией, но и частью местной мифологии. Рассказчики обогащали свои истории новыми деталями, генерализуя и приукрашивая произошедшее с каждым новым пересказом. Эти рассказы создавали ауру таинственности и неопределенности вокруг перевала, привлекая внимание исследователей, охваченных желанием разгадать загадку. Таким образом, местные жители стали не просто свидетелями событий, но и активными участниками формирования нарратива о группе Дятлова.
Их свидетельства, полные мистики и страха, начали заполнять пробелы в понимании произошедшего. Истории о странных явлениях, странных звуках и исчезнувших следах лишь укрепляли версию о том, что в этом регионе происходит нечто большее, чем простая трагедия. Впереди ожидали новые открытия и исследования, которые могли бы пролить свет на то, что же на самом деле произошло на перевале Дятлова в ту злополучную зиму. Когда поисковики начали извлекать тела из снежного покрова, они столкнулись с ужасающей реальностью. Многие из них имели травмы, которые не поддавались объяснению. Первые находки шокировали всех. Тела некоторых туристов были искалечены до неузнаваемости, что ставило под сомнение стандартные версии о гибели группы. Например, один из мужчин, найденный недалеко от лагеря, имел серьезные повреждения черепа. У других были сломаны ребра и повреждены внутренние органы, что вызывало недоумение у врачей, проводивших вскрытие. Более того, у одного из туристов была отколота часть языка, что создавало новое поле для догадок. Как такое могло произойти? На месте происшествия не было обнаружено никаких следов борьбы или насилия, что еще больше усложняло расследование. Некоторые эксперты предполагали, что такие травмы могли быть следствием падения с высоты, но согласно местности, в которой они находились, это выглядело маловероятно. Поскольку все тела были найдены в радиусе нескольких сотен метров от лагеря, становится сложно понять, как они могли получить такие серьезные повреждения, находясь в это время на относительно ровной поверхности. В то же время медицинские эксперты отмечали, что у членов группы были признаки обморожения, что указывало на то, что они покинули лагерь в спешке и без надлежащей экипировки. Однако травмы, которые они получили, ставили под сомнение их действия в последние моменты жизни. В процессе изучения вскрытий многие специалисты пришли к выводу, что такие повреждения могли бы быть вызваны воздействием сильного внешнего давления, однако ни одно из объяснений не давало четкого ответа на вопрос, что именно произошло на перевале. Следы, найденные вокруг лагеря, также вызывают множество вопросов. Они не соответствовали ни человеческим, ни животным, что добавляло масла в огонь для теорий о паранормальных явлениях. Некоторые исследователи даже пришли к выводу, что эти следы могли принадлежать неведомым существам, что, конечно, привело к новому витку мифов о странных созданиях, населявших эти места. Словно это было не просто место трагедии, а нечто большее, что не поддается объяснению. Местные жители, узнав о случаях, начали делиться своими историями о странных явлениях в этих краях. Некоторые утверждали, что слышали звуки, которые могли бы напоминать крики или даже шепот, раздававшийся из леса. Эти слухи только подогревали интерес к происшествию и создавали атмосферу мистики вокруг группы Дятлова. Вскоре после обнаружения тел многие из исследователей начали связывать травмы с возможными природными явлениями, такими как лавины или сильные морозы, но ни одно из предложенных объяснений не выглядело убедительно. Это открывало новые горизонты для расследования, и исследователи начали смотреть на случай с различных точек зрения. Таким образом, неясность вокруг травм группы усиливала общую атмосферу загадки, и каждый новый факт добавлял остроты к этому делу. Все эти обстоятельства подводили к выводу, что происшествие на перевале Дятлова было не обычной трагедией, а чем-то гораздо более загадочным и запутанным. Это происшествие не давало покоя ни исследователям, ни просто любителям тайн. Загадка продолжала разворачиваться, открывая новые вопросы и возможности для дальнейшего изучения, что лишь укрепляет убеждение, что тайна перевала Дятлова требует глубокого и всестороннего анализа. Исследователи начали рассматривать различные версии того, что на самом деле произошло на перевале Дятлова, и каждая из них была сложной и многогранной. Одна из первых и наиболее распространенных теорий касалась лавины. Некоторые эксперты полагали, что туристы могли стать жертвами внезапного схода снежной массы, что могло объяснить экстренную эвакуацию из лагеря. Однако в этом случае предполагалось, что группа должна была бы находиться в непосредственной близости от места, куда обрушилась лавина, и все травмы, полученные членами группы, должны были быть связаны с падением. Но, как стало известно позже, следы на снегу указывали на то, что они бежали в разные стороны, что не подтверждало эту версию. Другие исследователи сосредоточили свои усилия на возможности того, что группа могла столкнуться с хищниками. Однако в это время года и в этом регионе не было зарегистрировано никаких нападений диких животных на человека. В дополнение к этому, никаких следов борьбы или нападений не обнаружили, что ставило под сомнение эту гипотезу. Более того, некоторые туристы могли бы показать признаки борьбы, но этого не произошло, и все тела были найдены на значительном расстоянии от лагеря. Некоторые теории становились все более экзотическими. Говорили о том, что группа могла стать жертвой экспериментальных военных действий. В это время холодная война уже началась, и некоторые предполагали, что в этом районе могли тестировать новые виды оружия или проводить другие секретные операции. Это объясняло бы странные травмы, которые не поддавались объяснению логичными обстоятельствами. Однако эта версия так и не получила серьезного подтверждения, и многие исследователи оставляли ее на уровне слухов.
Некоторые из более мистических теорий связывали трагедию с легендами о призраках и мифами местных жителей. Местные рассказы о существовании таинственных существ, обитающих в этих горах, наводили на мысль о том, что группа могла столкнуться с чем-то паранормальным. Эти слухи только усиливали атмосферу таинственности, окружавшую перевал, и привлекали внимание исследователей и любителей загадок. Однако, несмотря на привлекательность этих теорий, ни одна из них не могла объяснить все имеющиеся факты. В результате различных попыток исследовать таинственные обстоятельства многие начали принимать во внимание влияние природных факторов. Сильные морозы, непредсказуемые погодные условия и высокая вероятность ледяных бурь могли оказывать значительное влияние на поведение группы. Тем не менее, это не объясняло, почему они оставили свои вещи и разбежались в разные стороны, оставив только жуткие следы на снегу. Тропа, ведущая от лагеря, запуталась в лесу, но не имела четкого направления. Следы указывали на то, что каждый член группы принимал собственные решения, что также добавляло сложности к анализу их действий. Некоторые исследователи даже предполагали, что группа могла быть дезориентирована каким-то образом, возможно, из-за воздействия на них неизвестного вещества или даже звуков, которые могли вызывать панику. Но ни одно из этих предположений не смогло дать четкого ответа на вопрос, что же заставило их покинуть укрытие. С каждым новым шагом к разгадке загадки перевала Дятлова ситуация становилась все более запутанной. Даже после долгих лет исследований ни одна из теорий не могла в полной мере объяснить, что произошло на том злополучном перевале. Все эти версии не только подчеркивали сложность происшествия, но и поднимали множество новых вопросов, на которые не было готово ответить ни одно из существующих объяснений. Тайна перевала Дятлова продолжала оставаться неразгаданной, и это лишь добавляло интриги к исследованию, которое продолжалось и спустя десятилетия после событий. Когда дело о перевале Дятлова стало обрастать новыми подробностями, внимание исследователей и любителей тайн все больше смыкалось на загадках, связанных с природой. Местные жители делились легендами о странных явлениях, которые происходили в этом суровом крае. Говорили, что в тех местах нередко наблюдаются аномальные явления, такие как светящиеся огни на горизонте и загадочные звуки, раздающиеся из леса. Эти истории не только привлекали внимание, но и создавали атмосферу таинственности вокруг произошедшего. Одним из самых обсуждаемых природных феноменов был так называемый медвежий крик. Слышать его означало попасть в плен безумия, утверждали местные жители. Этот звук, по их словам, оказывал психологическое давление на людей, вызывая панические атаки и дезориентацию. Некоторые эксперты стали рассматривать эту легенду как возможное объяснение паники, охватившей группу Дятлова в ту ночь, когда они покинули лагерь в спешке. Не менее загадочными были и самописные записи, найденные в дневниках туристов. В них упоминались странные звуки, которые они слышали в лесу, однако никаких подробностей о том, что именно это было, не было. Эти записи лишь подтверждали, что группа находилась в состоянии стресса, и именно это состояние могло стать причиной их решительных действий. Как результат, исследователи начали связывать тревожные звуки с возможными природными явлениями, которые могли вызвать панические реакции. Непредсказуемая погода и суровые зимние условия также играли свою роль в развитии событий. В этот период наблюдались сильные морозы и метели, что добавляло напряженности к атмосфере. Однако отсутствие явных указаний на то, что морозы могли вызвать травмы, усложняло дело. Многие исследователи начали рассматривать возможность, что группа могла быть подвержена воздействиям, которые не поддаются обычному объяснению. Загадки, связанные с природой, не ограничивались только звуками. Исследователи стали говорить о странных следах, найденных вокруг лагеря. Эти следы не походили ни на человеческие, ни на животные, что добавляло масла в огонь теории о паранормальных явлениях. Они вели вглубь леса, исчезая в его темноте, что только усиливало мистическую ауру вокруг происшествия. Местные жители уверяли, что эти следы могли принадлежать неведомым существам, о которых ходят легенды. Интересно, что некоторые из исследователей начали связывать эти следы с предшествующими событиями, которые могли произойти на перевале. Например, рассказы о странных огнях, наблюдаемых на небе в период исчезновения группы, стали основой для новых теорий. Эти огни не могли быть объяснены привычными природными явлениями и порождали множество вопросов. Были ли они вызваны каким-то необычным атмосферным явлением или имели более зловещую природу? В то время как исследователи продолжали анализировать собранные данные, все большее внимание привлекали странные травмы, обнаруженные на телах туристов. Некоторые из них имели повреждения, которые казались несовместимыми с типичными условиями зимнего похода. Это навело на мысль о том, что группа могла столкнуться с чем-то, выходящим за рамки обычного человеческого опыта, и этот факт поднимал еще больше вопросов. Таким образом, каждое новое открытие только подчеркивало запутанность ситуации. Тайна перевала Дятлова продолжала оставаться неразгаданной, и все большее количество теорий лишь усиливало интерес к этому делу.
Загадки, связанные с природой, только добавляли глубины к уже сложной картине, и исследователи понимали, что для разгадки этой трагедии необходимо учитывать не только человеческие факторы, но и возможные природные явления, которые могли оказать влияние на судьбы 9 туристов. Впереди ожидали новые исследования, которые могли бы пролить свет на таинственные обстоятельства, окружавшие перевал Дятлова. Вскоре после обнаружения лагеря группы Дятлова внимание исследователей сосредоточилось на месте трагедии. Началось детальное расследование, целью которого было выяснить, как и почему произошла эта ужасная катастрофа. Первые шаги включали изучение окружающей местности и анализ улик, оставленных туристами. На месте происшествия были созданы специальные группы исследователей, в состав которых входили как опытные исследователи, так и местные жители. Их задача заключалась в том, чтобы собрать все возможные улики и свидетелей событий. Исследователи обратили внимание на несколько ключевых факторов, которые могли помочь в раскрытии загадки. Один из самых первых шагов состоял в том, чтобы восстановить хронологию событий. Исследователи начали с изучения следов, найденных в снегу. Они указывали, что члены группы покинули палаточный лагерь в спешке, но не сумели сформировать единую линию движения. Следы разбегались в разные стороны, что позволяло предположить, что каждый из них действовал в панике. Это очень сильно осложняло анализ дальнейших событий, так как не было четкого понимания, что именно заставило их покинуть лагерь. Следующим шагом стало исследование самих палаток и личных вещей, оставшихся в них. В палатке были обнаружены вещи, которые подчеркивали экстренность ситуации. Обувь, одежда, личные вещи – все это оставалось в палатке. Некоторые исследователи отмечали, что такие действия не характерны для опытных туристов, которые готовились к походу. Это наталкивало на мысль о том, что группа могла столкнуться с чем-то, что вызвало немедленное бегство. Изучая тела, исследователи заметили, что некоторые из них имели травмы, которые не соответствовали обычным обстоятельствам. Например, один из туристов, найденный с серьезными повреждениями черепа, не имел никаких следов борьбы. Такая находка заставила исследователей задуматься о том, что могло произойти на перевале. Еще более удивительным было то, что у одного из членов группы была отколота часть языка, что добавляло загадочности делу. Следы, оставшиеся в снегу, оказались не единственным источником улик. Местные жители, узнавшие о трагедии, начали делиться своими впечатлениями и рассказами о том, что происходило в этом районе. Они говорили о странных звуках, которые раздавались в лесу, криках и шепоте, которые, по их словам, могли вводить людей в состояние паники. Эти свидетельства побудили исследователей обратить внимание на возможные природные явления, которые могли оказать влияние на группу. Некоторые из местных жителей утверждали, что видели странные огни в небе в те дни, когда происходила трагедия. Эти огни, они говорили, могли предшествовать бедствиям. Этот факт только усиливал непонимание происходящего и поднимал множество вопросов о том, что же могло произойти на перевале. Исследователи начали связывать эти истории с поведением группы, пытаясь выяснить, имели ли они какое-либо отношение к их исчезновению. В ходе расследования было решено провести дополнительный анализ всех найденных материалов. Это включало в себя осмотр личных вещей, дневников и любых других улик, которые могли бы пролить свет на трагедию. Все находки тщательно документировались и анализировались. В процессе составления общего отчета исследователи обратили внимание на неясности и странности, которые окружали случаи травм и исчезновения. Параллельно с этим исследователи начали рассматривать различные версии того, что могло произойти на перевале Дятлова. Однако ни одна из теорий не могла в полной мере объяснить всю совокупность фактов. Каждое новое открытие только запутывало дело, добавляя новые вопросы и оставляя множество пробелов в понимании происходящего. Таким образом, расследование на месте событий стало не только поиском ответов, но и настоящим детективным расследованием, полным неожиданных поворотов. Каждый новый шаг в этом сложном деле открывал перед исследователями новые горизонты, полные загадок и неразгаданных тайн. Впереди ждали новые открытия, которые могли бы пролить свет на то, что на самом деле произошло на перевале Дятлова в ту злополучную зиму. Несмотря на множество лет, прошедших с той трагической зимы, перевал Дятлова продолжает будоражить умы исследователей и любителей загадок. Это событие стало не просто исторической вехой, а настоящим культурным феноменом, порождающим множество мифов и теорий, каждая из которых стремится объяснить необычайные обстоятельства исчезновения группы туристов. С тех пор, как была найдена палатка и тела, это место стало объектом внимания не только ученых, но и писателей, кинематографистов и любителей оккультного. Перевал стал символом таинственности и необъяснимого. Сюда направляются исследователи и туристы, и каждый из них надеется хотя бы на миг прикоснуться к тайне, которая обросла мифами и неподтвержденными догадками. Многим интересно не только само событие, но и сам дух места, в котором, по их мнению, все еще царит нечто потустороннее. Эта загадка привлекла внимание не только специалистов, но и простых людей, став предметом бесчисленных спекуляций и обсуждений. Тематика перевала Дятлова активно используется в литературе.
Множество книг и статей посвящены различным аспектам дела, от биографик участников до подробного анализа найденных улик и свидетельств. Писатели исследуют возможные теории, начиная от лавин и заканчивая версиями о паранормальных явлениях. Группы исследователей продолжают ездить на место трагедии, проводя свои эксперименты и пытаясь воспроизвести ситуации, которые могли произойти с туристами. Их цель – выяснить, что на самом деле случилось в ту зиму. Не менее популярна тема перевала Дятлова и в кинематографе. Были сняты документальные фильмы, а также художественные картины, которые интерпретируют события по-разному. Авторы используют как научные, так и мистические подходы, чтобы передать атмосферу того, что произошло. Некоторые киноленты пытаются соединить реальность с вымышленным, добавляя элементы хоррора и напряжения в изложение, что только усиливает интерес публики. При этом перевал Дятлова стал не только объектом для расследования, но и местом паломничества. Множество туристов отправляется в походы, чтобы почувствовать дух этих мест и своими глазами увидеть предполагаемую локацию трагедии. Это создает новый виток интереса к этому делу и влечет за собой множество новых историй и воспоминаний. Каждое новое посещение перевала приводит к появлению свежих идей и теорий, которые обогащают всеобщее представление о том, что же произошло на самом деле. Со временем перевал Дятлова стал иконой в популярной культуре. Многие используют его как метафору для необъяснимого, загадочного и пугающего. Это место стало источником вдохновения для художников и исследователей, стремящихся раскрыть его тайны. В контексте современного мира эта трагедия обретает новые смыслы, служа напоминанием о том, как быстро могут измениться человеческие судьбы и как загадки прошлого продолжают влиять на настоящее. Наследие перевала Дятлова включает не только память о жертвах, но и поиски ответов на вопросы, которые остаются без ответа. Каждое новое исследование приносит с собой надежду на разгадку, но в то же время подтверждает, что некоторые тайны остаются неразгаданными. Эти события, произошедшие много лет назад, продолжают вызывать интерес и интриговать, заставляя нас задумываться о том, что же произошло в тех диких и суровых горах. В этом контексте перевал Дятлова стал не просто географической точкой на карте, а символом, который соединяет в себе недоумение, трагедию и вечные поиски истины.